Привет! У меня уже был камин из картонных коробок и пенопласта. Он смотрелся неплохо, но спустя 3 года пенопласт в некоторых местах посыпался и захотелось чего-то более серьезного. В этом ролике я покажу процесс создания нашего нового камина. А перед началом советую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Для основы потребуются деревянные брусья 40 на 40 мм. Цена за один 85 рублей. Длина у меня чуть больше 2 метров. Мы взяли сначала 6 штук, но потом пришлось купить еще один. Делю 4 бруска пополам. Торцовкой распиливаю. Далее отрезаю 8 штук по 22 и по 12 сантиметров. Также необходимо 4 отреза по 50 сантиметров. Зашлифовываю наждачкой крупной зернистости эти бруски, но до идеала не довожу, так как их все равно видно не будет. Вот что должно получиться. Собираем каркас. Самые длинные и кусочки по 22 сантиметра раскладываем, как показано на видео. С помощью горячего пистолета фиксирую их между собой. Поставила на бочок и проделываю дырочки тонким сверлом, причем делаю это близко к краю. В эти отверстия вкручиваю саморезы длиной 6,5 см. Мы взяли 30 штук по рубль 20 каждый. Теперь соединять будем по 2 прямоугольника 12-сантиметровыми брусками. Аккуратно переворачиваю и креплю на саморезы, которые уже будут подальше от края, чтобы эти саморезы не пересеклись. В итоге у нас получается 2 колонны. Соединяю их 50-сантиметровыми брусками. Термоклей отлично выручает, мне с ним работать очень комфортно. Нижний будет на расстоянии 35 сантиметров. Прикручиваю на железные уголки. Один стоит 10 рублей. На камин мне потребовалось всего 12 таких. Основа готова, теперь можно обшить фанерой. Мы купили в Leroy Merlin 1,5 на 1,5 метра 4-миллиметровой фанеры, которую сразу на месте разрезали на 4 кусочка для удобной транспортировки. Цена 373 рубля. Отмечаю 2 детали 31 на 66 сантиметров. Выпиливаю электролобзиком. Следующие 2 отреза 20 на 76. Это полная длина фанеры. И за кадром вырезаю еще 2 куска 20 на 65,5 см. Зашлифовываю края.
На горячий клей спереди фиксирую отрез 31 на 66 сантиметров, а 20 на 65,5 сбоку внутри. Закрепляю гвоздями. Затем приклеиваю по бокам куски 20 на 76. И так получилось, что остатки фанеры у меня отлично подошли для обшивки верхней части. Они чуть выше основы, но поскольку она не супер ровная, фанера как раз выровняет верхушку. Большая часть размером 36 на 76 сантиметров, а маленькая 35 на 36 сантиметров. Чтобы закрыть верхние части по бокам, вымеряю 2 раза 20 на 25,5 сантиметра. И последняя деталь – это низ между двух колонн. Вырезаю его из оставшегося кусочка фанеры 19,5 на 50 сантиметров. Переворачиваю каркас, и тут мне на помощь пришла радужная единорожка. Вот как должна выглядеть основа сзади. Там я обшивать не стала, думаю, это лишнее. Даже можно при желании что-то хранить внутри. Стыки буду замазывать шпатлевкой по дереву. Мелкой шкуркой шлифую, когда она засохла. Белой акриловой эмалью буду красить внешнюю сторону камина. Стоит она 320 рублей. Нужно ее немного. Я обмотала тарелку фольгой в пару слоев и налила туда эмаль. Очень удобно, потом просто выкидывайте фольгу и все чисто. Валик купили за 200 рублей. Перед нанесением краски надо протереть поверхность. В уголках необходимо пройтись тонкой кистью. Для столешницы мы приобрели в Леруа мебельный щит. Он идеально подошел по размеру 1,20 м на 30 см. Стоимостью 361 рубль. Зернистостью 500 немного зашлифовываю его. Акриловый лак смешала с коричневым колером, чтобы получить более натуральный оттенок дерева. Эта розовинка нейтрализует желтизну обычного прозрачного лака. После высыхания покрываю бесцветным слоем, и столешница готова. Муж купил у местного завода 3 коробки декоративных кирпичей, 300 рублей каждая. 2 коробок нам хватило с головой, даже осталось. Сначала выкладываю их на лицевую сторону, обрезая крайние кирпичики. Делается это просто, ножовкой по металлу. Зашлифовываю край диском 500. Когда выложила 2 ряда, потом чередую их снова. На колоннах тоже придерживаюсь этого порядка. Последние кирпичики делю напополам.
А теперь начинается самое интересное. Клей мне муж купил такой, но он вообще ничего не приклеил. Я стала искать ролики на YouTube и увидела, как девушка клеила подобные кирпичики на стену специальным клеем. Скинула мужу, и он все взял в Леруа. Это огромное ведро стоило 276 рублей. А ведерко ПВА 116. Порошковый клей высыпаю в емкость и развожу водой до состояния густой сметанки. Добавляю туда немного ПВА. Эту массу нужно использовать в течение часа. Намазываю на кирпичик шпателем. Мне это напомнило, как делают бутерброд с кабачковой икрой. Прикладываю к месту и вожу из стороны в сторону. Слегка придавливаю. Часа 4 я клеила всю эту внешнюю сторону, а когда поставила камин, часть благополучно отлетела. Потом выяснилось, что эти кирпичи нельзя клеить на фанеру. Мы стали их приклеивать уже в вертикальном положении и намазывать клей как на дерево, так и на кирпич. И это сработало. На уголки с внутренней стороны прикрепила столешницу, предварительно поставив камин к стене и сделав отметки карандашом. В целом этим камином я более чем довольна. Он не сильно замороченный по форме, простой и стильный. Еще один совет. Эти кирпичи отливают абы как. На обратной стороне есть торчащие края, которые шпателем или канцелярским ножом легко убираются. Если этого не сделать, то эти выступы могут мешать. По деньгам мы уложились в 3000 рублей, но я думаю, что это нормально для такого результата. Если сделаете фальш-камин по этому ролику, то жду вашей работы в моей группе ВК или отмечайте меня в Инстаграм, ссылки в описании. Буду благодарна за лайк, спасибо вам огромное за просмотр, я вас очень сильно люблю. А мы увидимся скоро в следующем видео. Пока-пока!